Масштабный удар по Украине после завершения условного перемирия. Зеленский отреагировал на предложение Путина, а страны Центральной Азии трясет. Что известно о подземных толчках? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Первая реакция Трампа и Украины. Готов ли Киев к переговорам с Москвой уже через 4 дня? И какое новое условие поставлено Кремлю? Российские военные пытались захватить позиции Украины, переодевшись в форму ВСУ. Что выдало диверсантов? Какими были 3 дня парадного перемирия на фронте? Иран отказывается идти на условия США, масштабные протесты против правительства страны, а также обсуждение вирусного видео. Что новый Папа Римский думал о войне РФ против Украины до прихода в Ватикан? Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Перемирие закончено, дала понять Россия, забросав Украину ударными дронами. Как по будильнику, за полночь сразу с 6 направлений: из Брянска, Шаталова, Миллерово, Приморско-Ахтарска, с захваченных РФ территорий Запорожской области и Крыма полетела сотня дронов. Шахеды долетели в том числе до Киевской области. Как минимум в 2 районах зафиксированы повреждения. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Воздушные силы Украины при этом уточняют, что разрушения еще есть и в Сумской области. Однако это не первый удар РФ. В дни парадного перемирия, по заявлениям Киева, Москва неоднократно нарушала свое обещание не стрелять. По востоку и северо-востоку Украины наносились удары управляемыми авиабомбами. Путин при этом обвинил ВСУ в срыве его перемирия, хотя Киев официально и не соглашался на условия Кремля. Тем не менее, в Москве прозвучали заявления: за 3 дня украинские военные пытались прорвать границу с Россией целых 5 раз. В то же время 60-я отдельная механизированная ингулецкая бригада ВСУ заявляет, что их позиции пытались штурмовать россияне, переодетые в похожую на украинскую форму и опознавательными знаками Украины. Это желтый скотч на рукавах и шлеме. Однако украинцы заявляют, планы провалились, ведь цвет формы все-таки отличался. Кроме того, были замечены жгуты эсмарха вместо турникетов, которыми пользуются украинцы. Эти силы ВС РФ были уничтожены, заявляют в Украине. Зеленский и Трамп отреагировали на ночное заявление Путина, которое, как пишет западная пресса, было крайне странным, ведь само по себе выглядело как обращение, слепленное наспех в коридоре. Путин то и делал, что перебирал листки в своих руках, искал необходимый абзац в заметках, где был как заранее напечатанный текст, так и строки, написанные от руки, что было видно во время трансляции. Главный месседж – готовность к переговорам уже 15 мая и на территории Турции. Для этого Путин проведет переговоры с Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Первым на это заявление отреагировал Трамп, и неудивительно, ведь Путин сделал предложение Зеленскому в то время, как в Вашингтоне был вечер, как накануне писали СМИ, под американский прайм-тайм. Потенциально великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые могут быть спасены, если эта бесконечная кровавая баня наконец-то закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это стало реальностью. США хотят сосредоточиться вместо этого на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя. Зеленский же назвал такое ночное обращение Путина хорошим знаком, который говорит о том, что россияне задумались о завершении войны. Весь мир уже очень давно этого ждал, и первый шаг к реальному окончанию любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийство даже еще один день. Мы ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня. Полное, длительное и надежное, начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова к встрече.
Лишь через полчаса после сообщения Зеленского его помощник Ермак так и не ответил, готова ли Украина к переговорам, но дал понять, что сначала от России ждут согласия на прекращение огня с 12 мая. Это условие было поставлено Москве накануне. Каким будет ответ и ожидаете ли вы успешных переговоров в Турции? Что думаете о возвращении Эрдогана в качестве посредника? Пишите в комментариях. Трамп демонстрирует большую поддержку Украины в последние дни. Об изменении настроения и тактики американского президента пишет Нью-Йорк Таймс. Республиканец уже открыто угрожает ввести санкции против России, а еще решился одобрить передачу Германии 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для системы ПВО «Патриот». Эти крайне необходимые вооружения производятся в США и не могут быть экспортированы, даже если принадлежат другой стране, без разрешения американского правительства. Авторы материала напоминают о тревоге, которая сохраняется в Европе, в частности из-за того, что Америка может вывести свои войска с континента и прекратить поставки оружия Киеву. Но все же поток оружия в Украину из Европы продолжится, даже при самом негативном сценарии. Нью-Йорк Таймс пишет, что европейские лидеры и инвесторы готовы вкладывать больше средств в производство вооружений, однако руководители оборонных компаний и эксперты предупреждают, для того, чтобы разогнать производственные мощности, может уйти до 10 лет. Украина же уже смогла изменить свои позиции в этом вопросе. По данным издания, в воюющей стране с конвейера уже выходят миллионы дронов в год. Кроме того, ВСУ научились экономить артиллерийские снаряды, а также ракеты ПВО «Патриот», используя менее дорогие перехватчики для уничтожения воздушных целей. Трамп развязал войну, а теперь ведет переговоры. Речь не о военном конфликте, а о торговой битве. Главный противник США – Китай. Однако Пекин и Вашингтон уже оказались за столом переговоров, а стол этот оказался в Швейцарии. Именно там стороны накануне провели двухчасовой диалог и 11 мая его продолжили. По данным ряда западных СМИ, с американской стороны в переговорах принимает участие министр финансов США Скотт Бессент и представитель Вашингтона на торговых переговорах Джеймисон Грир, а китайскую делегацию возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Хэлли Фэн, отвечающий за финансово-экономический блок в правительстве Китая. Associated Press пишет, что перспективы серьезного прорыва на переговорах представляются туманными, однако возможно, что Пекин и Вашингтон несколько сократят размеры двусторонних импортных пошлин, а они, напомню, рекордные. Пошлины США на товары из Китая составляют 145%, ответные китайские пошлины 125%. Трамп же расставил точки над «и». Говорит, первая часть переговоров его вполне устроила. Китаю пора встречать США с распростертыми объятиями. Обсудили множество вопросов, по многим достигли соглашения, договорились о полном перезапуске отношений в дружелюбной, но конструктивной манере. Мы хотим, чтобы Китай открылся для американского бизнеса. Это пойдет на пользу и Китаю, и США. Достигнут огромный прогресс. Ирану наплевать на желания США. В Тегеране заявили, что мечты Трампа не будут исполнены. Страна не откажется от своих ядерных планов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Заявление прозвучало в Дохе буквально за день до нового раунда ядерных переговоров между Ираном и США в Омане. Если цель переговоров лишить Ирана его ядерных прав, я прямо заявляю, Иран не отступит ни от одного из своих прав. Переговоры между Ираном и США, напомню, касаются ядерной программы Тегерана. В планах Америки демонтаж иранских мощностей по обогащению урана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Иран же при этом говорит, что не собирается создавать никакой ядерной бомбы, а ядерная энергия нужна исключительно в мирных целях. Тегеран готов на сделку с США, если его ядерные права не будут ограничены. Масштабные протесты в Испании. Мадрид вышел на улицы. Местные, как один, требуют отставки премьер-министра Педро Санчеса. В правительстве заявляют, этого хотят 25 тысяч митингующих, которые вышли на одну из площадей города. Организаторы уверяют, протестующих в 8 раз больше. Основные причины массовых протестов и требований о досрочных выборах – коррупция, плохое управление и недавний масштабный блэкаут, который охватил Испанию. И хоть масштабное отключение света не стало переломным моментом для таких протестов,
протестов, пишет Эль Паис. Тем не менее, люди считают, что такие инциденты – символ упадка Испании и еще один показатель, который приближает страну к образу банановой республики. Это была цитата. Напомню, темным днем Испании и Португалии считается 28 апреля. Тогда в течение 5 секунд было потеряно до 15 гигаватт электроэнергии. Отключение парализовало транспорт, связь, больницы и другие критически важные службы, приведя даже к гибели как минимум 8 человек. Люди стали жертвами пожаров от свечей или же отравились угарным газом от генераторов. Одной из причин такого блэкаута считается редкое атмосферное явление. Мир трясет. В воскресенье днем мощное землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в провинции Северная Суматра в Индонезии. А несколькими часами ранее подземные толчки были ощутимы и в Узбекистане. В Центре сейсмопрогностического мониторинга заявляют, что эпицентр землетрясения магнитудой 4 находился на территории соседнего Кыргызстана, в Джалал-Абадской области. Сила подземных же толчков на территории Узбекистана составила до 3 баллов в 3 районах республики. Расстояние от эпицентра до Ташкента 263 километра. Напомню также, что 10 мая землетрясение произошло и в Казахстане, в Алматинской области. Вирусное видео с новым Папой Римским активно обсуждают в украинских и российских соцсетях, в частности, его взгляды на войну в Украине и осуждение РФ. Многие новостные сайты подали его заявление как нечто новое, сказанное после того, как Роберт Превост стал понтификом и принял имя Лев XIV. Однако, как оказалось, интервью Превоста было записано в апреле 2022 года, всего через пару месяцев после российского вторжения. Еще тогда монсеньор Превост заявил, что война в Украине – это империалистическое вторжение. По поводу конфликта, войны, которая сейчас идет в Украине, существует множество разных анализов, но с моей точки зрения это подлинно империалистическое вторжение, в котором Россия хочет захватить территорию ради власти, ради собственной выгоды, из-за стратегического положения Украины, а также из-за ее огромной культурной, исторической и производственной ценности для России. Там совершаются, и это уже доказано, преступления против человечности. Мы должны много молиться за мир, но я также считаю, что нам нужно говорить яснее. Некоторые политики в нашей стране не хотят признать ужасы этой войны и то зло, которое Россия творит своими действиями на украинской земле. А уже 11 мая этого года в своем первом воскресном благословении Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине и немедленному прекращению огня в Газе с освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.